Здравствуйте, друзья! А мы продолжаем знакомиться с Марокко. В прошлом видео, ссылка появится на экране, смотрите, мы поговорили о том, кто же такие марокканцы, как и чем они живут. Также мы поговорили об основных особенностях страны. Это особенно важно для тех, кто впервые приезжает в Марокко, чтобы там не попасть в просак. Сегодня же мы сконцентрируемся на достопримечательностях и на жизни Марракеша, который по праву, наверное, можно считать туристической меккой всего Марокко. Помимо этого, в рамках однодневных поездок мы познакомимся с городом Эссауэрой, который находится на Атлантике и в котором снимался известный фильм «Игра престолов». И также жили и занимали творчеством такие известные музыканты, как Джимми Хендрикс и Боб Марли. А на подъезде к городу можно, вы не поверите, можно даже увидеть летающих коз. Вы когда-нибудь слышали о таком? Также посетим самый высокий водопад в Северной Африке, в берберской деревеньке Узут, обитателями которой также являются причудливые обезьянки. И напоследок прогуляемся по крепости Аид-бен-Хаду, уникальное творение берберской культуры, крепость, построенная из глины и имеющая защитную функцию на пересечении торговых путей в пустыне Сахара. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Каждый уголок центральной площади Джама-эль-Фна живет своей уникальной жизнью. Это именно то место, в которое сначала попадаешь, приехав в центр города из аэропорта. Это, можно сказать, ворота, соединяющие вашу цивилизацию с реальностью Марракеша и всего Марокко. Ты попадаешь в эту ни с чем не сравнимую, чуждую, очень нам непривычную, но одновременно с этим очень красивую атмосферу, потому что там течет жизнь в чистом ее проявлении, свойственное для этих широт. Еще это место можно сравнить с парком развлечений, где каждый находит себе занятие по душе. Убедитесь сами. Находясь на главной площади, нельзя не обратить внимание на мечеть Аль-Кутубия, мечеть книготорговцев. Самая большая мечеть города, известная великолепным 69-метровым минаретом, который послужил прототипом таких построек, как башня Хасана в Рабате и Севильская Хиральда. Фильм о Севиле вы можете посмотреть по ссылке на экране. Название мечети происходит то ли от библиотеки при ней, то ли от книготорговцев, лотки которых прежде занимали площадку у мечети. Венчает минарет 4 медных шара. Внутри устроена лестница такой ширины, чтобы муэдзин мог въезжать по ней на лошади. Медресе бен Юсуфа – архитектурное сокровище, расположенное в самом сердце древней Медины. Оно переносит посетителей в увлекательную эпоху, когда процветали искусство, знания и культура. Медресе было возведено в XVI веке и на протяжении 4 столетий оставалось оплотом для ученых, целью и пунктом назначения для студентов, жаждущих знаний в различных дисциплинах. Это была великолепная школа. Переступив порог, вы очаровываетесь архитектурным великолепием медресе. Изящные плитки с роскошными геометрическими цветочными мотивами украшают стены, свидетельствуя о совершенном искусстве того времени. Двери и потолки из кедрового дерева с искусной резьбой демонстрируют художественную точность в каждой детали. Центральный двор – шедевр сам по себе, очаровывает своей успокаивающей безмятежностью. Сегодня медресе бен Юсуфа выходит за рамки статуса исторического памятника. Оно становится источником гордости и идентичности для марокканского народа, прославляя глубоко укоренившееся интеллектуальное и духовное наследие, которое продолжает вдохновлять поколения, способствуя межкультурному диалогу и увековечивая наследие
арабо-мусульманской цивилизации. В 7 минутах пешком от медресе расположен сад «Секрет». Этот островок спокойствия, красоты и безмятежности, расположенный в самом центре старого города, не оставит вас равнодушным. Я уверен, вам не захочется уходить из этого райского местечка с растущими там душистыми апельсиновыми и лимонными деревьями. Гробницы саадитов являются одним из самых значимых исторических мест в Марокко, предлагая заглянуть в великолепие династии саадитов. Эти гробницы, спрятанные на протяжении столетий, были вновь обнаружены в 1917 году и с тех пор стали одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Гробницы саадитов были построены в конце 17 века султаном Ахмадом аль-Мансуром, третьим правителем династии саадитов. Гробницы были спроектированы как грандиозный мавзолей в честь предков султана и как место последнего упокоения для членов королевской семьи саадитов. Султан Ахмад аль-Мансур, известный своим богатством и властью, не жалел средств на создание места захоронения, которое отражало бы величие его династии. Сад Мажарель – ботанический сад площадью в 1 гектар и ландшафтный сад. Он был создан французским художником-ориенталистом Жаком Мажарелем в течение почти 40 лет, с 1923 года, и представляет собой кубистскую виллу, спроектированную французским архитектором Полем Синуаром в 1930-х годах. В 1980-х годах недвижимость была куплена модельером Ивом Сен-Лораном, который работал над ее реставрацией. Сегодня сад и комплекс виллы открыт для публики. На вилле находится музей берберов, о которых я уже рассказывал в предыдущем видео о Марокко. Ссылка сейчас появится на экране. Посмотрите, очень интересно. А в 2017 году неподалеку от него открылся музей Ива Сен-Лорана. Мелла Марракеша, еврейский квартал, является вторым старейшим в своем роде в стране. Хотя город Марракеш был основан альморавидами, евреи поселились в 40 километрах от него. После реконкисты и изгнания евреев с Пиренейского полуострова в 1492 году в Марокко начали прибывать в большом количестве сефардские евреи, которые селились в основном в городах. Было создано множество мелах для защиты евреев. Мелах был одним из главных торговых районов города, и это был обнесенный стеной квартал с закрытыми на ночь воротами. Многие христианские торговцы и иностранные послы предпочитали останавливаться в Мелле во время своих визитов.
Мело стало перенаселенной в конце 1940-х годов. После обретения Израилем независимости община эмигрировала. Большинство уехало в Израиль, но некоторые уехали во Францию и Монреаль. Расположенный рядом с главной городской площадью Джеме Аль-Фна, визуально привлекательный рынок Сук Сен-Марин является крупнейшим рынком во всем Марокко, где торговцы продают товары уже на протяжении тысячи лет. Здесь вы найдете все, что вам нужно. Артисты, торговцы и другие местные жители, пытающиеся нажиться на туристах, могут быть навязчивыми. Но это часть жизни, не обижайтесь на них. Еще одной заметной достопримечательностью внутри рынка Сук Сен-Марин являются магазины, торгующие лампами со сложными узорами, которые действительно оживают, когда вечером зажигается свет. Изготовление ламп является классическим искусством в Марокко, и это мастерство передается из поколения в поколение. Вы также можете найти множество магазинов, торгующих удивительным выбором керамики, латуни, металлов, ремней и других подлинных товаров. На самом деле, многие из товаров, продаваемых здесь, производятся на месте и остаются неизменными на протяжении столетий. При совершении покупок на рынке Сук Сен-Марин или где-либо еще в Марокко вам следует торговаться. На самом деле это глубоко укоренившийся образ жизни для марокканцев. Шопинг и торг идут рука об руку. Поэтому не стесняйтесь добиваться более выгодной сделки. Но у меня к этому свое отношение. Об этом позже. Дворец Бахия – это дворец середины XIX века. Строительство дворца было начато Си Мусой, великим визирем при султане Мухаммеде ибн Абд аль-Рахмане в 1860-х годах. Он был расширен его сыном Сиба Ахмедом ибн Мусой, великим визирем султана Мулая Абдель-Азиза между 1894 и 1900 годами. Сегодня это известный исторический памятник и туристическая достопримечательность города. Муса был потомком семьи черных рабов, которые служили королевскому правительству и достигли высоких должностей в стране. Сначала он был хаджибом, должность, похожая на камергера, затем великим визирем при Мухаммеде ибн Абд аль-Рахмане. Лабиринтная планировка дворца, не имеющая четкого единого плана, объясняется тем, что он расширялся по частям на разных этапах в течение многих лет. Он включает в себя ряд внутренних двориков и садов, вокруг которых расположены различные комнаты и покои. Главный дворцовый комплекс сегодня занимает почти 2 гектара. Дворец Эль-Бади, имеющий значение «дворец чудес», также часто переводится как «несравненный» или «разрушенный дворец». Он был заказан султаном Ахмадом аль-Мансуром из династии Саадидов. Дворец, украшенный материалами, импортированными из многочисленных стран от Италии до Мали, использовался для приемов и был спроектирован для демонстрации богатства и власти султана.
Он был частью более крупного дворцового комплекса саадитов, занимавшего целый район Касба в Марракеше. Дворец был заброшен после смерти Аль-Мансура и в конечном итоге пришел в упадок с упадком династии саадитов. Его ценные материалы, особенно мрамор, были разобраны и повторно использовались в других зданиях по всему Марокко. Сегодня это важная туристическая достопримечательность в Марракеше и служит выставочным пространством. Из Марракеша можно сделать однодневные поездки в потрясающие места. Тем самым еще лучше познакомиться с Марокко и узнать, как живут его люди. О 3 таких местах я вам сейчас и расскажу. А о том, где дешевле и проще всего бронировать такие туры, расскажу в конце видео. Оставайся. Итак, одним днем я отправился в город Эссуэйра, находящийся на Атлантике, в 3 часах езды от Марракеша. По дороге нам показали плантации органовых деревьев, растущих только в этом регионе. Мы даже сделали остановку, просто посмотреть на эти деревья. Остановились где-то в степи, и в этот момент к нам подошел очень милый берберский мальчик с козочкой на руках. Он не понимал ни слова по-английски, а я по-арабски, но тем не менее произошел очень трогательный контакт, который надолго останется в моей памяти. Потом нам показали, как производят ценное органовое масло. Вот из тех плодов, тех деревьев, которые мы видели по дороге. Такое масло производят в кооперативах, которых здесь достаточно много. Все делается руками. Вы просто посмотрите. Было невероятно наблюдать за процессом производства, в котором женщины, используя обычные камни, чистят плоды органа от жесткой кожуры, доставая ценные ядра, которые потом перемалываются в жерновах. Проезжая верблюжьи стоянки, мы подъезжали к городу, в котором снималась «Игра престолов». В 3-м сезоне телесериала Эссуэйра показано как город Астапор в заливе работорговцев, где Дейенерис Таргариен покупает рабов для своей армии. Если повезет, то при подъезде к городу можно встретить летающих коз. Да нет, не таких, а вот таких, которые сидят на деревьях органа, ловко перепрыгивая с ветки на ветку. Зрелище, характерное только для этого района страны. Я, к сожалению, сам этого не видел, но нашел для вас несколько фотографий в интернете. Португальский, французский и берберский архитектурные стили формируют внешний вид схожих с лабиринтом улиц Эссуэйры, очаровательного и оживленного порта и курортного города у Атлантического океана. Неподалеку, вдоль пляжей Кейп-Сима и Сиди-Каоки прогуливаются пары и семьи. Эссуэйру прозвали городом ветров за сильный океанический бриз, который так нравится серфингистам. В 60-е город стал местом притяжения хиппи. Здесь жили и творили Боб Марли и Джимми Хендрикс. С тех времен это место пропитано духом свободы и расслабленной атмосферы, которая так манит художников, фотографов, писателей и просто творческих людей. В целом, от прогулки по городу получаешь огромное удовольствие. Можно надолго застрять на торговых улочках, в магазинчиках которых взгляд постоянно выцепляют интересные и аутентичные красочные предметы хорошего качества. Также встретил приятную женщину-продавца, которая удивляла знаниями русского языка. Масло пищевое, масло косметическое. На следующий день отправляюсь к следующей цели.
К северо-востоку от Марракеша в 160 километрах находится берберская деревушка Узут, которая известна своим водопадом. Водопад Узут расположен в горах Высокого Атласа. Высота этого природного явления составляет 110 метров, почти как 30-этажный дом. Вода падает 3 каскадами, будоража поверхность воды. Это самый большой водопад в Северной Африке. И находясь там, понимаешь непомерную мощь и уникальную красоту природы, ее сбалансированность и очарование, от которых по спине бегают мурашки. А рядом с водопадом есть небольшое озеро, по которому вас прокатят на лодке. И если вы захотите, подвезут прямо очень близко к падающей воде. Но мы такого не захотели, потому что было достаточно прохладно. На разных уровнях перед водопадом вам встретится много причудливых обезьянок, уже привыкших к туристам, приносящим им что-то вкусненькое. Самое любимое их блюдо – это бананы, так что не забудьте взять с собой парочку, и вы станете их любимцем или вообще королем. Сможете вдоволь нафотографироваться и полюбоваться на их взаимодействие друг с другом. Само название водопада в переводе означает «оливковые деревья». Это связано с тем, что тропа к водопаду проходит через плантации оливковых деревьев и производство оливкового масла. А на самой вершине водопада до сих пор работает десяток старых водяных мельниц. На закате к водопаду собирается множество обезьян. Следующая цель расположена в 180 километрах на юго-востоке от Марракеша. Здесь я тоже забронировал однодневный тур, в котором тебя заберут из отеля и привезут назад, показав жемчужины марокканской истории. Повторюсь, о том, где лучше всего делать брони, расскажу в конце видео. Проезжая старые, притягивающие взгляд берберские деревни, расположенные в горах Атлас, мы приближаемся к легендарному городу Аид-бен-Хаду. And you have two paths. So the first one, the bell represents to the top. So that you enter here. Город состоит из двух частей. Первая часть, вон та часть ниже, построена до возникновения ислама. Название деревни Аид-бен-Хаду, где Аид – это название семьи, Бен имеет значение сын или сыновья, Хаду – это был такой вождь, что указывает на то, что Ксар изначально был построен сыновьями вождя по имени Хаду. Там вы видите 4 башни, которые имеют название Касба. Это фортификационное сооружение, позади которого находится замок. Сейчас там проживают только 5 семей. Все остальные переехали за реку, в новый город, где есть электричество и вода. Ксар Аид-бен-Хаду – это укрепленный город, воздвинутый для охраны караванного пути из Марракеша в Тимбукту примерно в XI веке. Эти постройки являются ярким примером традиционной марокканской глинобитной архитектуры. Низкие здания красно-коричневых тонов с плоскими терракотовыми крышами, прилегающие к горному склону и образующие причудливые террасы. А это комната одного из жителей Ксара, который показал нам, где он живет и где спит. А сейчас загадка для вас. Посмотрите на этот предмет. Там есть выдвижная часть, в которую вставляется другая часть. Как вы думаете, что это такое? Жду ваши ответы в комментариях.
Okay, here, combinateur. Hello, my friend. Но время безжалостно бежит, и все меняется. Торговые пути через Сахару потеряли свою важность. Глиняный Ксар превратился в руины, а население Аид-бен-Хаду постепенно переселилось в новую деревню на противоположном берегу реки. Кинематографисты издавна используют Ксар Аид-бен-Хаду в качестве места для съемок кинофильмов. Здесь были сняты такие известные фильмы, как «Александр», «Гладиатор», «Мумия», «Жемчужина Нила» и «Игра престолов». В получасе езды от Аид-бен-Хаду расположился город Урзазад, главной достопримечательностью которого является Таурет Каспах, выдающееся здание, исторически укрепленный жилой комплекс или Каспа. С понятием Касба мы уже познакомились ранее. Касба контролировала важный регион в месте слияния нескольких речных долин, которые были частью торговых путей Сахары. Посмотрите на эти глиняные стены, испещренные мелкими трещинами, как морщинами, указывающие на возраст сооружения. Рядом с Касба мы обнаружили большой магазин с традиционными предметами и вещами. Его видно издалека, потому что все вот эти громадные сосуды, медные чайники, кривовато стоящие друг на друге, находятся буквально на улице и привлекают к себе внимание. Осмелившись зайти внутрь, точно можно сказать, что вы там останетесь на какое-то время, разглядывая разные предметы и общаясь с очень добродушным владельцем магазина. А теперь о главном. На сайте или в приложении Get Your Guide вы можете легко забронировать поездки на нужную вам дату. Вот как это работает. Мы открываем сайт Get Your Guide. Вот название сайта. Регистрируемся на нем, чтобы был ваш профиль. Выбираем нужный язык из списка, который достаточно большой. Можете даже себе сербский выбрать. И валюту. И приступаем к поиску. Допустим, вы путешествуете в Марракеш. Выбираете Марракеш, выбираете дату, когда вы хотите что-то там сделать. Выбираете «Найти». Появляется список всех возможных мероприятий, возможных активностей на эту дату. Также здесь вы можете вот в этих категориях выбрать вам необходимую категорию, например, однодневные туры, то, о чем я вам рассказывал. И здесь появляется список однодневных туров, например, поездка на водопад в город Эссуэро или на квадроциклах. Если вас устраивают условия, вы просто кликаете на ту или иную экскурсию, бронируете, покупаете и едете. Смотрите на цену и можете сравнивать, допустим, смотреть из Марракеша поход с гидом и прогулка на лодке к водопадам Узуд. Можете посмотреть, что похожие предложения. Здесь запоминаем цена 21,95. Листаем вниз, смотрим, какие есть похожие предложения. Вот Узуд, вот есть Узуд уже за 16 евро. Поскольку разные компании предлагают, здесь вот за вообще 12 евро. Поскольку разные компании предлагают эти поездки, у них существует большая конкуренция. И по каким-то причинам некоторые предлагают более низкие цены. Допустим, нажимаем сюда за 16 евро. Смотрим красивые фотографии. Это то, что вас ожидает. И читаете условия с трансфером, гид-экскурсовод, длительность 10 часов,
бесплатная отмена 24 часа до поездки. Нажимаем «Проверить доступность» еще раз. 26 февраля. Проверить доступность. Окей. Доступно. Гид на английском языке. Начало 8 часов и так далее. Добавить в корзину. Добавляется в корзину. Переходим в корзину. Еще раз проверяем все условия. И тогда нажимаете уже «Забронировать». Таким образом это и работает. Друзья, надеюсь, вы получили удовольствие. И сейчас самое время напомнить вам о подписке, о комментарии, которые вы можете написать к этому видео, о лайке, которые вы можете поставить, потому что вся ваша активность, ваше неравнодушие и ваше участие – это огромная мотивация для создания следующих проектов. Ну а наше путешествие по Марокко не заканчивается. И в следующем видео мы познакомимся с городом Фес. Это один из 4 имперских городов Марокканского королевства. До новой встречи. Пока-пока. Чао. Чао, чао. Чао.